Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я буду готовить простой, но очень вкусный салат. Готовить буду 3 порции в пиалах объемом 330 мл. Это даже не рецепт, а скорее идея приготовления салата. Количество всех ингредиентов в салате по вкусу. Готовить салат можно послойно в кольце или просто перемешать все продукты в салатнике. У меня 4 помидора небольшого размера. Их вес 300 грамм. Нарезаю помидоры кубиком. Лишняя влага в салате не нужна, поэтому откидываю помидоры на сито, чтобы стек лишний сок. Можете этого не делать, а просто слить сок из миски, в которую вы переложите нарезанные помидоры. Но мне с ситом проще и надежнее. Чтобы сократить время видео, остальные продукты я подготовила заранее. Собираю салат. Здесь 270 грамм нарезанной кубиком вареной ветчины. Делю ее примерно поровну между 3 пиалами. Как я уже говорила, объем моих пиал 330 мл. Вместо ветчины можно использовать копченую или отварную курицу. Тоже получится вкусно. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. На слой ветчины при помощи кондитерского мешка наношу сеточку из майонеза. Жирность майонеза по вкусу. В корнете 250 грамм майонеза. У меня майонез остался, так что в рецепте укажу 200 грамм. Если у вас нет кондитерского мешка, вместо него можете использовать полиэтиленовый пакет. Сверху кладу помидоры. Сок из них уже стек. Равномерно распределяю помидоры по пиалам. Можно слегка утрамбовывать слои. Салат я не солю, так как в продуктах соли достаточно. Вот столько сока стекло. Снова слой майонеза. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Здесь 200 грамм сыра, нарезанного кубиком. У меня сыр сулугуни. Можно использовать любой сыр, мягких или полутвердых сортов по вашему вкусу. Распределяю сыр между пиалами и слегка утрамбовываю. Сверху на сыр наношу сеточку из майонеза. Посыпаю слегка обжаренными грецкими орехами. Орехи я поломала на кусочки руками. Можно их более мелко измельчить ножом. Орехов примерно 50 грамм. Можете использовать любые орехи по вашему вкусу. А если у вас нет орехов, то посыпьте салат кунжутом. Я часто посыпаю этот салат смесью белого и черного кунжута. Тоже получается вкусно. Но с орехами салат получается вкуснее и сытнее. Сверху украшаю салат листиками петрушки по вкусу. У меня это одна веточка. И для придания кислинки кладу ягоды клюквы. Вместо клюквы можно украсить салат зернами граната. Отправляю салат в холодильник примерно на 3 часа. Продукты пропитаются майонезом, и салат станет еще вкуснее. Вот такой салат у меня получился. Несмотря на то, что салат простой и готовится быстро,
Получается он очень вкусным. Такой слоеный салат, приготовленный в пиалах или в кольце, можно поставить на праздничный стол. Вашим гостям он точно понравится. В моей семье любят различные салаты. Без салатов в нашей семье не обходится ни один обед или ужин. Я каждый день готовлю салаты из продуктов, содержащих клетчатку. Этот салат я готовлю не так часто, но мои мужчины готовы есть его каждый день. Приготовьте и вы этот салат. Думаю, что вам он понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!